Всем привет! На улице дождь, а мы начинаем читать сегодня новую книгу «Трагический январь». Книга Леонида Млечина «Президент Токаев и извлечение уроков». Как сказал GPT-чат, во все, что написал автор, лучше не верить, но автор хороший, старается подходить к написанию книг очень хорошо, поэтому слушайте, делайте выводы, комментируйте, если хотите. Леонид Млечин. Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков. Почему за трагическими январскими событиями 22 года в Казахстане с волнением следили во всем мире, и прежде всего в ближайшие соседи – Россия и Китай? Экономически успешная и богатая нефтью страна – опора политической и экономической стабильности в стратегически важном, но взрывоопасном регионе. Казахстан – самое крупное государство в Центральной Азии, а на постсоветском пространстве второе по территории и третье по численности населения. В те дни судьба страны зависела от одного человека – от президента Касыма-Жомарта Токаева. То есть, кто все это затеял, исходили из того, что президент даст слабину, испугается, а может быть и уедет из страны, и сильно в нем ошиблись. Он не мог покинуть свою страну и сделал все, чтобы ее спасти. Недовольство, вызванное ростом цен на топливо, неожиданно переросло в масштабный политический протест, а затем в террористические акции, в антигосударственный заговор. Но до сих пор многое непонятно. О том, что же приключилось в январе 22 года, и о сегодняшнем Казахстане, который России сосед, партнер и союзник, рассказывает новая книга Леонида Млечина, побывавшего на месте событий. Также эта книга, как и все остальные, участвует в розыгрыше за лучший комментарий. Поэтому пишите, комментируйте, если что, я вам ее постараюсь завести. И, как обычно, по вот этому QR-коду вы можете отправить донат на Каспи, либо по ссылке в описании на любую другую книгу, мы ее купим и почитаем вместе с вами. Всем приятного просмотра и прослушивания. Всем привет, продолжаем читать 11 главу второй части. Вести из дома. Хватит диктовать. В Пекин новости из дома приходили с опозданием. Некоторые драматические события, особенно в родном Казахстане, волновали и тревожили Токаева. В декабре 1986 года многолетний первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев, друг Брежнева, утратил место в Политбюро и был отправлен в отставку. 15 декабря члены бюро ЦК Компартии Казахстана встречали в аэропорту спецрейс из Москвы, но лишь когда самолет совершил посадку, выяснилось, кто именно назначен новым хозяином республики. Геннадий Васильевич Колбин, первый секретарь Ульяновского обкома, спасибо, прежде не имевший... Дочка конфетку принесла, спасибо. Первый секретарь Ульяновского обкома, прежде не имевший к Казахстану никакого отношения. Это была ошибка, имевшая большие последствия. Для самого Колбина назначение стало сюрпризом. Ему пришлось все бросить в Ульяновске и стремительно прибыть в Москву за инструкциями, а оттуда спешно лететь в Алма-Ату. Ясное дело, что подготовиться к новой стезе, узнать о ситуации в республике, о людях, с которыми ему предстояло работать, он физически не успевал. На следующий день после его приезда, 16 декабря, созвали пленум ЦК Компартии Казахстана. Заседание, определившее судьбу республики, продолжалось 18 минут. Никто ничего не спросил, и, конечно же, членам ЦК и в голову не пришло предложить иную кандидатуру. Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев провозгласил политику перестройки, но решения Политбюро в партийном аппарате пока еще не подвергались сомнению. Сколько раз в Казахстане, как и в других республиках и краях, ни с кем не посоветовавшись, меняли руководителей. Сколько раз люди узнавали о появлении нового хозяина из утренних газет. Но в прежние времена те, кому это не нравилось, помалкивали и делились своим недовольством в узком кругу. Возмущаться публично было страшно. С приходом Горбачева страх исчез, и в декабре 1986 года вырвалось долго копившееся в республике раздражение, рождавшееся очевидным пренебрежением со стороны центральной власти. Назначение никому неизвестного в республике человека возмутились столичные студенты. На следующий день после пленума ЦК, 17 декабря, они вышли на улицы с лозунгами «Каждому народу своего руководителя», «Хватит диктовать», «Нам нужен руководитель казах». Молодежь несла и такие транспаранты
Перестройка есть, демократии нет. Да здравствует ленинская национальная политика. Геннадий Колбин еще принимал поздравления и осваивался в новом кабинете, когда выяснилось, что в городе творится нечто невиданное. Ситуация вышла из-под контроля. Улицы казахстанской столицы заполнили около 15 тысяч митингующих. Вспыхнули настоящие уличные схватки. Студенты забрасывали милицию камнями, переворачивали и поджигали автомобили. Пожарные машины водометами разгоняли толпу. Колбин предложил доверить наведение порядка рабочему классу столицы. Промышленные предприятия получили указание сформировать рабочие дружины. Казахи в них не пошли, только русские. Таким образом, против казахской молодежи на улице вывели русских рабочих, порядка 10 тысяч человек. Это только усилило межнациональную напряженность. Среднеазиатским военным округом командовал генерал Владимир Николаевич Лобов, будущий начальник генерального штаба. Он отказался привлекать войска к разгону казахской молодежи, спас жизни людей и репутацию России. Пролитая кровь могла оставить шрам на отношениях между нашими народами. А министр внутренних дел СССР Александр Владимирович Власов, бывший первый секретарь Иркутского обкома комсомола, самолетами перебросил в Алмату несколько тысяч солдат из внутренних войск. Они поздно вечером 17 декабря очистили город. Использовались саперные лопатки и дубинки. Митингующих избивали. По первым официальным данным погибли 2 человека, 200 были ранены. Геннадий Колбин шифротелеграммой в ЦК КПСС доложил, что митингующие избивали прохожих некоренной национальности, допускали враждебные выкрики в адрес руководства ЦК КПСС и Компартии Казахстана. В ночь на 18 декабря провели совещание партийно-хозяйственного актива. Подстрекательским элементом сокрушался секретарь ЦК Компартии Казахстана по пропаганде Закаш Камалиденов, который прежде руководил республиканским комсомолом. Удалось увлечь молодежь. Она представляла собой махрово-националистическую, обезумевшую от принятия наркотиков и алкоголя массу. В республике не простили Камалиденову это выступление. Говорили, выслуживается перед Москвой. А вот тогдашние руководители комсомола Казахстана, первый секретарь ЦК Серик Абдрахманов и второй секретарь ЦК Петр Никитин, силовую акцию не поддержали и своих должностей лишились. Абдрахманова отправили трудиться в домостроительный комбинат, Никитина в Совет по туризму. Сотрудники республиканской госбезопасности фотографировали участников декабрьских событий. По этим снимкам потом искали активистов и вдохновителей протестов. Арестовали несколько тысяч человек. Несколько сотен студентов исключили из комсомола, выгнали из учебных заведений. Местная интеллигенция сделала для себя вывод: грядут тяжелые времена, начнутся репрессии. Многие известные писатели, деятели искусств подписали тогда заявление, в котором осуждался казахский национализм. В Москве на заседании Политбюро 11 июня 1987 года Горбачев говорил о событиях в Казахстане. «Мы сначала начали действовать, а потом приступили к глубокому изучению истории. Хорошо, что хоть начали изучать. Надо спокойно, уважительно работать с людьми, даже с теми, кто заблудился. И с кадрами не торопиться. Они переживают там за то, что случилось. Не нужно попусту всех обижать. Но ни национализма, ни тем более шовинизма, ни казахского, ни русского, никакого другого нельзя допускать. Возьмите вопрос о русских в Казахстане. Их там почти половина. Но это, оказывается, народ некоренной национальности. А русскоязычных 65%. Мы опять сталкиваемся с проблемой инородцев. Начинаем делить, кто коренной, кто не коренной. Чепуха получается. Геннадий Колбин старался произвести на Казахстан хорошее впечатление. Потребовал от всех чиновников, не владеющих казахским языком, немедленно его выучить. Обещал на ближайшем пленуме ЦК сделать доклад на казахском. А потом как-то сник. Но его еще долго держали в Алмате, чтобы не возникало ощущения, будто Москва капитулировала перед митингующими. В конце концов забрали из республики, поставили во главе Союзного комитета народного контроля, но быстро отправили на пенсию. После истории с Колбином на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана можно было назначить только кого-то из местных руководителей. Люди, знающие, утверждают, что Москве нравился секретарь ЦК Закаш Камалиденов. Он прошел традиционную школу комсомола. С поста первого секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана был переведен на партийную работу, а через 2 года в Комитет госбезопасности. После недолгой стажировки и инспекторском управлении
КГБ СССР в Москве, его вернули на родину и утвердили заместителем председателя республиканского КГБ по кадрам. А в 1980 году сделали секретарем ЦК, но ненадолго. В феврале 1982 года столь же неожиданно назначили председателем КГБ Казахстана. И, наконец, в 1985 году генерал-майор Камалетдинов вновь становится секретарем ЦК Компартии Казахстана. Считалось, что Камалетдинова поддерживали, говоря современным языком, московские силовики, но его кандидатура была отвергнута. Пленум ЦК Компартии Казахстана проголосовал за Нурсултана Назарбаева. Драматические события декабря 1986 года не забыли. Люди вновь вышли на улицы. На сей раз требовали реабилитации тех, кого, как они считали, несправедливо наказали. Назарбаев на пленуме ЦК КПК Казахстана сказал: «Выход молодежи на площадь не был нацелен против других народов, населяющих Казахстан, а тем более против русского народа, с которым казахов связывает традиционная вековая дружба. Выход юношей и девушек на площадь явился демонстрацией возросшего национального самосознания, выражением недовольства и возмущения, отсутствием гласности при выборе первого руководителя республики в условиях перестройки. Решили исправить ошибки, иначе говоря, отменить приговоры в отношении тех, кого осудили за участие в декабрьских событиях. А чиновники, которые санкционировали применение силы, уже покинули свои посты. Второго секретаря республиканского ЦК Олега Семеновича Мирошкина сменили еще раньше, отправили послом в Замбию. Сменили и председателя республиканского КГБ. Комиссия Верховного Совета Казахстана иначе оценила то, что произошло в декабре 1986 года. Выступление казахской молодежи не было националистическим, это было их право на свободное выражение гражданской и политической позиции. Разгромное постановление ЦК КПСС о работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся было пересмотрено. На улице, где молодежь попала под саперные лопаты и дубинки, открыли памятник. Пострадавшие участники манифестации получили награды и квартиры. Та декабрьская история стала предвестником драматических событий во всем Советском Союзе. Обсуждать вопрос о том, как легко в Советском Союзе вспыхивали конфликты на национальной почве, не хотелось. Беспорядки воспринимались крайне болезненно. Ни в коем случае не допустить придания их гласности. Острота национальных проблем тщательно скрывалась, поэтому вспыхнувшие в перестроечные годы конфликты окажутся для страны полной неожиданностью. Советский Союз разрушался отнюдь не усилиями либерально настроенных диссидентов. Многонациональное государство подрывали крайние националисты, занимавшие высокие посты, а в других республиках внимательно следили за тем, что происходит в Москве. Если одним можно прославлять величие своего народа и своей культуры, то и другие не отстанут. Касым-Жомарту Токаеву, который по долгу службы находился далеко от родных мест, рассказывали об истории с книгой известного поэта Олжаса Сулейменова «Аз и я». Он писал о том влиянии, которое казахский язык оказал на древнерусский. Это доказывало, что древние русичи довольно тесно взаимодействовали и с древнеказахскими племенами, кочевавшие в диком поле. Согласие или несогласие с этой теорией – вопрос, который следует обсуждать в научных аудиториях, но книга вызвала раздражение ненаучного свойства. До чего дошло? Слово о полку Игореве, оказывается, написано казахом. В России книгу сочли националистической, антирусской. Говорили, что автор искажает историческую правду и глумится над словом о полку Игореве. Требовали изъять книгу и наказать автора. В Казахстане считали иначе. Олжас Сулейменов к тому времени был удостоен премии Ленинского комсомола и Республиканской государственной премии. «Я прочитал книгу», – вспоминал член Политбюро и первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев. «Прочитал с интересом и удовольствием. Талантливая работа. Подумал, поругает Олжаса, да и угомонятся. В литературных кругах такие драки не редкость». Но первого секретаря ЦК Компартии Казахстана пригласил крайне недовольный Михаил Андреевич Суслов, второй человек в ЦК партии. Завел разговор о книге Сулейменова. «Димаш Ахмедович, у вас в республике вышла книга с явной антирусской и националистической направленностью. В книге искажены исторические факты. Автор глумится над великим памятником. Слово о полку Игореве. Министерство обороны изъяло книгу из всех военных библиотек. И правильно, я думаю, поступило. Разберитесь с книгой, автором и как следует накажите виновных, чтобы неповадно было».
Опытный Кунаев покинул Сусловский кабинет и пошел сразу же к Брежневу. Сначала обсудил другие дела, потом осторожно заговорил о книге Сулейменова. Напрасно критикует талантливого писателя. Тут какая-то ревность, выяснение отношений между писателями. Книга... О, кто это? Лягушка? Барашка? Ворона? Так, Янчик, давай я дочитаю, потом поиграем, ладно? И дверь закроешь, пожалуйста? Спасибо. Книга, изданная в Алма-Ате, Брежнева не беспокоила. Значительно важнее было не обижать Большую Республику и близкого друга. Тем более, что Кунаев брал ответственность на себя. Леонид Ильич махнул рукой. «Разбирайтесь сами. Ничего националистического в книге я не увидел». Много лет спустя Олжас Сулейменов сказал, что лучшую рецензию на его книгу дал Леонид Ильич Брежнев. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил еще в советские времена. В душе казахского народа сохранилось чувство ущемленности. Нам говорили, что все народы Союза расцветают, как грани алмаза, каждый своим цветом, своим языком, своей культурой. На деле же казахов сознательно превращали в людей второго сорта, и естественно, что в их душах откладывалась обида. В результате в республике сложилась своя, условно говоря, казахская партия, которая считала, что казахов ущемляют и недооценивают, что русские и вообще приезжие не по праву занимают в Казахстане руководящие посты. Такие настроения подтачивали единство государства. При Горбачеве в сентябре 1987 года на секретариате ЦК КПСС заговорили о неадекватности национального состава аппарата. В ЦК КПСС нет вообще азербайджанцев, киргизов, таджиков, только один узбек, два молдаванина, один эстонец. Токаев, возвращаясь домой в отпуск, узнавал все новости. Мама неизменно приезжала в Москву, чтобы встретить меня в аэропорту. Теперь, по истечении многих лет, я понимаю, что по-другому поступить она просто не могла. Она очень скучала по мне и, наверное, считала месяцы и дни, ожидая столь редких встреч с первенцем. Что касается отца, то он, согласно заведенному в нашей семье ритуалу, приезжал в Алматинский аэропорт, чтобы встретить меня традиционным рукопожатием. В нашей семье было принято обниматься друг с другом. Не было принято обниматься друг с другом, тем более целоваться. После кончины отца в ноябре 1986 года мне было очень грустно видеть в аэропорту одинокую маму. И, конечно, мне приходило отчетливое понимание того, что отца теперь не вернуть. Такое же тоскливое печальное чувство овладело мною уже после ухода из жизни мамы. Отношения между Москвой и Пекином постепенно улучшались. В Китай приехала делегация Верховного Совета СССР. В нее включили молодого председателя Совета Министров Казахской ССР Нурсултана Абишевича Назарбаева. Касым-Жомарт Токаев запомнился обед с Нурсултаном Назарбаевым. За трапезой состоялась серьезная беседа о проблемах Казахстана и его будущем. Будущий первый президент Казахстана не мог не обратить внимания на очень успешного дипломата-соотечественника. И Токаев с интересом смотрел на Назарбаева, который вскоре стал хозяином республики. Не хозяином, а президентом. В Москве наступили новые времена. Объявив о начале перестройки, Горбачев вербовал под свои знамена единомышленников. Мимо такого яркого руководителя, как Назарбаев, Горбачев пройти мимо не мог. Назарбаев был одним из горячих сторонников перестройки, критически относясь к тому, что происходило при Брежневе. Он со своей страстью встал под знамена нового руководителя. 22 сентября 1989 года Алматы приняли закон об изменениях и дополнениях в Конституцию Казахской ССР. Он определил, что высшим органом государственной власти в республике является Верховный Совет. Отсутствие закона о собственности, отсутствие рынка и сохранение командной системы планирования и управления народным хозяйством – вот что толкало республики и регионы к автаркии, экономическому сепаратизму. В Москве на заседании Совета Федерации Назарбаев говорил: «Нужен новый союзный договор. Например, Казахстан принял много ссыльных. Что они теперь, собственники земли? 19 миллионов квадратных километров заняты под полигоны. Оттуда выселили колхозы и совхозы. Какой у нас суверенитет, если половина промышленности находится в союзном подчинении? А сколько в союзно-республиканском? Министерство зубами держится за свою собственность. Союзные республики должны быть субъектами международного права». Почему республики жаждали обрести суверенитет? Почему автономии не хотели мириться со своим подчиненным положением?
Почему гонимые и уничтоженные в сталинские времена народы требовали восстановления утерянной государственности? На протяжении десятилетий советская власть не гарантировала их права, не обеспечивала им достаточной защиты. Сторонники идеи суверенитета хотели строить свое национально-государственное бытие в соответствии с историческими традициями, культурным наследием, духовным складом, политическим мышлением. Повышение статуса автономии, свобода от московских чиновников – все это упование на то, что свой властитель, свой чиновник окажется демократичнее и справедливее. Люди торопились понадежнее отгородиться республиками, палисадникам, чтобы завести дома такой порядок, какой им хочется. 24 апреля 1990 года в Алма-Ате собрался новый Верховный Совет. В первый же день работы депутаты, впервые избранные в результате свободного и альтернативного голосования, учредили пост президента Казахской ССР. Назарбаев был избран подавляющим большинством голосов, практически единогласно. Никакие уговоры и призывы не действовали, люди не верили в эффективность все еще не демонтированной старой модели. Люди в республиках были уверены в том, что, избавившись от чужой бесхозяйственности, свою они преодолеют быстро. Они не боялись нарушения прежних хозяйственных связей, чем их обычно пугали, и полагали, что сумеют наладить новые и более для себя выгодные. Приняли специальный закон о совершенствовании структуры государственной власти и управления Казахской ССР, который серьезно расширил полномочия президента. Он стал главой исполнительной и распорядительной власти республики. Совет министров преобразовали в кабинет министров, подчиненный президенту, образовали президентскую канцелярию. На партийном съезде Назарбаев говорил: «Центральное место занимает законодательное закрепление статуса Казахстана как суверенного государства, строящего свои отношения с Союзом СССР и другими республиками на основе договоров. Мы стоим за федеративный союз, но считаем, что республике следует делегировать центру лишь часть своих прав, причем по собственному усмотрению». Он напомнил о том, что республика слишком много дает в общесоюзный котел и слишком мало получает. Из Казахстана ежегодно экспортируется различных видов сырья почти на $1,5 миллиарда, поставляется в общесоюзный фонд 10-12 миллионов тонн зерна, более 30 тысяч тонн мяса, 270 тысяч тонн молока. Но по потреблению продуктов питания мы занимаем 9-е место в стране. По обеспеченности жильем 10-е. У нас 2,5 миллиона человек, или почти каждый 6-й житель имеет месячный доход менее 75 рублей. В республиках Прибалтики, например, подобные нищенские доходы только у 4% населения. 25 октября 1990 года Республиканский Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР. Декларация начиналась словами: «Казахская Советская Социалистическая Республика есть суверенное государство, которое добровольно объединяется с другими республиками в Союз суверенных государств и строит взаимоотношения на договорной основе. Казахская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза». Декларация установила неприкосновенность границ Казахстана, верховенство республиканской государственной власти и приоритет республиканских законов над союзными. И если союзные и республиканские противоречат друг другу, действие принятых в Москве законов приостанавливается. Декларация признала исключительной собственностью Казахстана землю и недра, воды и воздушные пространства, все природные ресурсы, весь экономический и научно-технический потенциал республики. В декларации записали право на двойное гражданство. Казахская ССР имеет свое гражданство и гарантирует каждому гражданину право на сохранение гражданства СССР. Декларация объявляла право Казахстана самостоятельно участвовать в международных отношениях, определять внешнюю политику в своих интересах, обмениваться посольствами и консульствами. Декларация положила начало юридическому оформлению реальной независимости республики. Но пугало другое. То, что быстрее всего разваливало единый Советский Союз. Атмосфера в обществе была заражена националистическими настроениями, и потому оскорбительные выражения уже не казались предосудительными. Националистическая лексика проникла на страницы партийных изданий и в словарь секретарей партийных комитетов. Неустроенность жизни, нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне требовали какой-то компенсации, самоутверждения за счет других. Мы с изумлением наблюдали, как по национальному признаку раскалывались целые республики, как соседи лихорадочно выясняли национальность друг друга, как дотошно копались в биографии бабушек и дедушек. Но разве это не было запрограммировано?
Сколько десятилетий официальные и неофициальные отделы кадров всех уровней по обязанности и по собственной инициативе занимались калькуляцией. Если начальник молдаванин, то второй человек русский. Здесь слишком мало казахов, тут переизбыток латышей. Сюда не принимать евреев, туда не брать немцев, оттуда не выпускать крымских татар. Страх перед столкновениями на национальной почве преследовал людей во многих регионах. Он стал предубедительным. Он стал побудительным мотивом к перемене места жительства поближе к своим, но переехать из города в город без ощутимых потерь очень трудно. Нет жилья, трудности с работой. Национальная проблема стала уже не проблемой языка, культуры, экономической самостоятельности. Она стала вопросом жизни и смерти. Этнические конфликты приобрели кровавую окраску. Гибли люди. Как быть? Какие решения должны быть приняты, чтобы спасти людей и страну? Касым-Жомарт Токаев с волнением следил за тем, что происходит дома, и одновременно на его глазах в Пекине развертывались события, которые станут важным уроком. Вот мы и прочитали очередную главу. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее. Всем пока-пока.